Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это шум, наш с вами любимый шум. Он возвращается, май месяц особенно горячий. Будем шуметь очень и очень горячо. Я очень рад, что вы ждете наших с вами замечательных информационных посиделок. Замечательных, конечно, не в плане того, что что-то прям такое хорошее, доброе, светлое. Нет, все как есть. А мы катимся, ну, прям какую-то пропасть неимоверную. Уже опять Иран начал стрелять по Арабским Эмиратам. Уже опять, собственно, вот эти угрозы Зеленского бить по параду в Москве получили жесткий ответ. Уже снова и снова заговорили о ядерном оружии. И притом при всех тех голосах, что невозможно, ничего не будет, никакого перелома, уже некоторые прям опасаются жуткой эскалации. Обо всем об этом будем сегодня говорить. Все как всегда в нашем эфире. Вначале поиграем в города. Потом ваши вопросы, мнения, предложения рассмотрим. В сообществе YouTube есть, так сказать, возможность их оставить заблаговременно, да, мы в конце подключимся, будем все вместе шуметь. Колобок, куда мы катимся, рубрика тоже замечательная, это на предложку, на электронный адрес, вы пишите свои короткие истории, а мы здесь вот обсуждаем, как и любые новости, то, что важное, то, что нужно, мы, конечно же, отмечаем и в комментариях очень серьезно подвергаем анализу, ну или хотя бы обсуждению, может быть, какой-то взаимовыручки тоже, потому что истории разные бывают. Ну и, конечно же, друзья, да, вот возможность как канал поддержать и на экран вывести, никого не дожидаясь ничего. Это вот эти QR-коды, которые вы видите на экране. Это клуб зрителей, закрытое сообщество в Телеграме. И вот если работает сервис, это вот донат, который вот прям с сообщениями на экран. Ну, давайте не медлить, давайте играть в города. Я знаю, что очень многие ждут шум, чтобы в города поиграть. И это прекрасный просто, прекрасный момент. Шум шумит Евпатории, это здорово. Ташкент шумит, и Севастополь с вами. Это просто замечательно. С нами абсолютно, совершенно разные уголки нашей планеты. Долгопрудный, Крианш шумит, это Франция. Краснодар, Донецк тоже шумит. Бердянск на связи, Одесса шумит. Привет из Питера, и вам тоже привет. И в Тбилиси большой привет также. Севастополь, привет, Магнитогорск на связи. Замечательно. Привет из Молдавии, привет в Молдавии. Порт Катон, привет из России. Гулькевич и Краснодарского края. Так, Германия, привет в Германию. Симферополь, вот, Симферополь. Киев ждет вас и шумит прекрасно. Я тоже жду Киев и шумлю. Значит, окопы шумлять. Ну, раз окопы шумлять, и раз их голодные солдаты на Купинском направлении роют, тогда да, нужно хорошенько, чтобы там было слышно пошуметь. Брянск. Шумит Одесса, мама. Привет в Одессу, привет из Серновки, привет. Держева. Привет и туда. Привет из Реус, Испания. Израиль на Аре. Кривбас шумит. Как говорится, спасибо жителям Кривбаса. Да, а раньше было спасибо жителям Донбасса. Эх, какие замечательные края у нас все-таки. Село Шум, прекрасно. Иваново на связи. Привет от уроженца Луганской области, а нынче пошумим из Ростова-на-Дону. Да, привет в Ростов. Мартин, Словакия, Кривой Рог. Привет, Минск шумит. Друзья, пока шумите, давайте, пока пишите, откуда вы, давайте проголосуем в вопросе. В конце, собственно, попробуем подвести итоги. Значит, полетит ли по параду в Москве и разворотит ли Россия центр Киева? Выходит обращение ко всем жителям Киева, посольствам, всем на свете. Значит, если полетит по параду, о чем говорил сегодня Зеленский в Ереване, да и не только Зеленский, кого там, каких там идиотов не наслушаешься, в общем, если полетят дроны по параду, то Минобороны Российской Федерации предупреждает официально, призывая покинуть центр города Киева, потому что нанесет по нему ракетно-бомбовый удар. Я четко вам могу сказать, что это угроза применения орешника. Почему? Потому что и Путин говорил, и все, собственно, там это обсуждали, был период, когда вот не предупреждает Россия. Ну, то есть война другая, армия другая, традиции другие, все по-другому. Не предупреждает. Но в одном случае по применению орешника она говорит, мы предупредим. Ну вот если в город, если вот туда, вот предупредим. Скорее всего, значит, орешником будут перелопачивать в случае удара Украины по параду центр города Киева. Вот такое предупреждение. И в связи с этим вопрос. То есть полетит, разворотит. То есть да,
Зеленский будет стоять на своем, ему это только и надо. Представьте, полетело. Тут в ответ, центра Киева нет. Ох, варвары, а еще что надо кучу денег, чтобы это все восстановить. А давайте нам и оружие, и смотрите, у нас нет ПВО, а подтяните ПВО, а дайте денег. Короче, это прям вот шоколадная история. Тем более, что, ну давайте честно, по центру Киева это ж не по Зеленскому домой, правда? Ну, серьезно. Вариант второй. В общем, ничего не будет. Зеленский не будет бить, Россия не будет отвечать. В общем, все как бы так вот. И на этом и закончится. Я, если честно, тоже склоняюсь к тому мнению, потому что очень много хуцпы, очень много такого напыщенного, очень много гонора, очень много, ну, такого, знаете, издевательского тона. Мы сейчас об этом тоже поговорим, детальнее в этом углубимся. Но это было и ровно год назад, и раньше. То есть прям люди выходили, рассказывали, что сейчас мы как ударим по параду. А помните эти кадры, когда не 80-летие, а получается позапрошлый год, там с антидроновыми ружьями, да и в прошлом году тоже такое было. То есть тоже эти дроны никуда не делись. Вспомните, когда били по куполу, не по куполу, а по, ну, в общем, по Кремлю, да, дроны. Ну, понятное дело, что все как бы готовятся. Поэтому это очень и очень все напыщено, надумано для того, чтобы нас с вами позлить. Третий вариант. Да, ударит, то есть полетит в направлении, как по резиденции Путина, что-то из, ну, 9 мая во время парада, но, в общем, не долетит, и потому что оно не долетело, или там это было там какой-то одиночный, или каким-то образом по-другому, Россия не будет выполнять вот сегодняшнее обещание разворотить Киев. И четвертый вариант, что нет, Зеленский бить не будет, но Россия все равно разворотит центр Киева. Это вариант о чужом флаге. Это вариант о том, что неподконтрольные вот эти дрончики, которые запускают дроны, ну там какие-то ультранационалистические добровольцы, ну мало ли кто, да, то есть провокация, элементарная провокация. Сколько вариантов отводите на провокацию, пожалуйста, проголосуйте, в конце обязательно подведем итоги. Но тут же нужно очень, как бы, чтобы полная была картина, но мы об этом еще поговорим, здесь нужно понять, что это не просто там, да, вы не бейте по параду, мы не будем бить по Киеву. Нет, здесь по-другому. Перемирие. И я вам на протяжении эфиров, ну вот последних дней, кто говорил, когда только эта тема возникла, я вам говорил, это будет 2 дня перемирия. Это будет и 8, и 9. 8 типа День Европы, там борьба, нацизм победили, Николы Знову, вот эти маки, да, там типа простреленное сердце, то есть их традиции. А 9, ну понятно, наш скрепный такой важный праздник для всех нормальных людей, потому что, ну, собственно, мы нормальные, там тоже нормально, у них тоже просто по-своему по календарю празднуется. Тут дело в том, что нормальных людей, те, которые не перестраивались под 8, потому что це як у Европе, а нет, а те, которые вот именно 9 мая так и считают праздником, хотя его отменили. Тут же Зеленский это, кстати, и сделал. Так вот, 8 и 9, 2 дня перемирия. Представляете, на Пасху был 1, а тут 2. Поэтому этим шансом нужно воспользоваться. Почему бы и нет? Точнее, как на Пасху было 1,5, вот так. А тут целых 2 дня перемирия. А любое же перемирие это хорошо, поэтому какой дурак будет стрелять по Москве, по параду, еще куда-то. Ну, может, как-то где-то такое напряжение на линии фронта, но тем не менее. Так вот, голосуйте, в конце подведем итоги. Думаю, что это перемирие сработает. Ну, вот мое убеждение. То есть все за перемирие. Все понимают бесперспективность этой войны уже, ну, имеется бесперспективность продолжения смертоубийства. И пора уже что-то решать. Поэтому эти дни будут максимальным образом, ну, по примеру Пасхи, там, конечно, тоже 6 тысяч нарушений, но это все линия фронта, это все какие-то посадки, это все вот эти моменты, но глобально для тылов, для, собственно, обычных людей это будет день перемирия, мне кажется, 100%, и это очень важно, чтобы это было, и очень важно, что Россия дает такой посыл, что если нет, то мы ответим жестче, но это прежде всего затыкаются рты вот этим людям, которые говорят: Путин выпрашивает у Зеленского или у Трампа, Путин выпрашивает перемирие. Нет, это вот четкая, как сделка, да, сделка. Бьете по параду, получаете в ответ. Тут уже как бы ты уже язык не повернешься об этом сказать. Ну да ладно, мы об этом еще поговорим. Давайте еще кто откуда. Подольск с вами, замечательно. Так, привет, Саша, от Артема из Киселевки, Херсонская область. Артем, привет вам большое, спасибо большое, что смотрите. Нарафаминск, ух ты.
Я сейчас в Москве, ха-ха-ха. Оно Нарафаминск, ничего себе. Так, друзья, всем большое спасибо. Красный луч, Сиэтл, привет, привет большой, вам тоже. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я очень всех прошу, что если вдруг вы смотрите в записи, может, время кому неудобное, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите, поиграйте в города в комментариях, потому что чат же это отдельно, заходите, а в комментариях открываешь, сразу все видно. Давайте начинать. Все это, конечно, очень замечательно в плане этих перемирий. Мы в конце подведем итог, подумаем, как вы считаете, что вообще будет. Вообще, очень и очень насыщенные вот эти дни перед 9 мая, и они такими и вот всегда были, и, наверное, еще очень долго будут, пока будет жив этот нерв. Но примечательная другая, очень интересная сходка в Ереване. Там, так сказать, пришли окучивать Пашиняна перед выборами. Вот официальная протокольная фотография. Какая-то, правда, одна отщепенка нашлась. Знаете, я вот думаю, так кто? Все смотрите, как хорошо в Ереване, Европейский политический форум. Ну, это плохо видно, но это Каюшка. Кая Каллас. Стоит девчонка, стоит в сторонке. Да и вид какой-то у нее странный. Юбка красная, революционная. Ну, как-то сразу видно, что-то вот ей не нравится. Нет, вы думаете, что... Там Макрон уже вышел сегодня и говорит, ну, ближе к вечеру, ближе к нашему эфиру, говорит, не-не-не, смотрите, мы оторвали Армению от России, и мы ее там в Европу тащим. Ну, какая Европа? Ну, давайте будем откровенны. Армения, Европа. Вот посмотрите на Каю Каллас. Вот так это, в принципе, и Армения выглядит по отношению к Европе. Им нужно насолить России, им нужно максимально, скажем так, увеличить свои карты. Зачем? Все очень просто. Ради места за столом. Место. Им нужно место за столом. Не Британия, не Европа, хотя это отмечают, что, в общем-то, одно целое, они не субъектны. Этот пышный форум в Ереване, он призван для того, чтобы максимально показать, смотрите, мы субъектны, мы расширяемся, ЕС тоже империя, но такая особенная, с ценностями, с бюрократией, с Урсулой, вот с Каюшкой в красном платье. Это нужно исключительно для того, чтобы подобраться к России еще. Смотрите, вот было ваше, стало наше. Пашинян сегодня, подписывает очень интересный документ, значит, с сегодняшней совместной декларацией с Киром Стармером о стратегическом партнерстве между Арменией и Соединенным Королевством. Открываем новую, многообещающую главу в отношениях Армении и Великобритании, основанных на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве. Но вообще, конечно, для украинцев, там для, понятно, россиян, которые следят за этой как бы канителью войны и ужасами, и, в общем, кровавыми событиями. Конечно, цифровой, как центровой клоун это был Зеленский, но вообще Пашинян хозяин праздника, он вообще радостный, вокруг него все кружились, он действительно насыпал на хвост Путину, он действительно, как его признала вся международная европейская прозападная общественность, ну, имеется в виду Европа, Британия, и он, это вот именно его бенефис, это его выход, это его праздник, он, смотрите, как радуется. Ай! Радости-то сколько! Я вам скажу только одно, что где-то отчасти, не полностью. Украина — это другое. Все равно Украина — это другое. Это ресурсы. Украина — это земля. Украина — это предприятия в гораздо больших масштабах. Украина, да, там есть военная база, российская сейчас, но тем не менее. Безусловно, армян очень много по миру, и во Франции, конечно, российские армяне, которые живут, но тем не менее, нельзя сравнивать Армению и Украину. Поэтому, собственно, подобный договор, давайте вспомним, в 2021 году, причем это был октябрь, конец октября, вот так, подписывал и Зеленский. И был тогда Борис Джонсон. И я, если честно, немножко опешил от этого. И тогда все немножко опешили. Посмотрите, какой толщины подписывает документ о партнерстве стратегическом Борис Джонсон, а какой толщины подписывает Зеленский. Вот тогда, наверное, все было и понятно про войну. Этой фотографией делится Максим Болдин. Еще тогда, я так понимаю, что ни одного меня смущает, что у Владимира Зеленского документ слегка массивнее. Да и сам Зеленский стал увеличиваться в размерах. Не увеличивается только голова.
И так вопрос, чем отличаются редакции, подписываемые Зеленским и Джонсоном? Очень интересно. Ну, знаете, это, конечно, вот тогда все начиналось, и вот тогда мы все и профукали. Вот с этого толстого Талмуда. Пашинян идет этой же дорогой, но Пашиняну очень нужно переизбраться. Как ты переизберешься на фоне проигранной войны за Карабах, которой как бы и не было, которая как бы была, там очень по-разному можно смотреть на эти истории, но это потеря. Давайте признаем, это потеря. Сегодня с Дудкиным я говорил, подождите, ну не то, что спорил, а типа приводил аргумент, так Пашинян справедливо говорит, то ДКБ не защитила. Так нет, там же совсем другая история с Карабахом. Не суть. Важно, что при Пашинян, это руководитель страны, премьер-министр, поражение. И какую победу? Куда ему идти? Си Цзиньпина приглашать? Си Цзиньпин посмотрит, Армения? Я туда поеду? Нет, ему вот этих надо. И это совпадение, пересечение интересов. Поэтому Запад в Армении надолго. Сам он Сарасенок, сам Пашинян, там очень тоже структуры, там очень там эти протесты, вы помните. То есть все нормально. Самая большая база, кстати, посольство Соединенных Штатов Америки. Короче, Запад там надолго. И с этим надо что-то делать. Кому? Народу Армении. Ну и, понятное дело, как-то и России. Потому что, когда ты воюешь с Украиной, а от Украины приезжает Зеленский, а там военная база, как-то не очень, не камильфо. В общем, смотрите. Британия подписывает с Арменией долгосрочное сотрудничество. Украина же подписала, видели, там, стопка. Ну и Украина, конечно, подписывает долгосрочное сотрудничество. Вот, Зеленский и Пашинян встретились, смотрите, все какие молодцы. Все сидят, все очень за серьезных щах. Ну, есть о чем поговорить, есть каким опытом поделиться. Ну и, конечно, там демократия, европейские ценности и все такое. Вообще у Зеленского очень хороший визит с точки зрения, скажем так, рукопожатий, потому что впервые Кабахидзе с ним пересекся. И тоже такой ни о чем, конечно, формулировки. Ну, пересеклись, сфотографировались, о чем-то поговорили. А хотя с Грузией очень напряженные отношения, опять-таки из-за их грузинского особенного пути. Даже Фицо растаял. Короче, Фица очень и очень не против, чтобы Украина вступила в ЕС. Говорит, буду помогать, давайте встретимся у меня в столице, у вас в столице, все будет замечательно, все классно. Короче, такое ощущение, что под Зеленского все прогнулись. Зеленского позвали туда как приглашенную звезду. Зеленского туда привезли. Многие спрашивают, а почему военная база там не атаковала борт с Зеленским? А почему там вот он так может свободно по стране ОДКБ гулять? Ну, потому что там крыша очень европейская, очень все согласовано, очень все, скажем так, он товар. Он витрина. Ему говорят, смотри, какой красавчик Зеленский. Вот он, незламный, стойкий. И ты таким будь, Пашинян. Пашинян, конечно, не дурак, но у него выхода нет. У него не было выхода еще раньше было, и с момента вот этой карабахской истории, и того раньше. Там вообще большие проблемы в Армении с точки зрения там, вот этого влияния Сарасятни, но тут же другой момент. Воевать, ну, уже свое отвоевали. Вот эти два кадра, Пашинян и Зеленский, это же как назидание. Ну вот смотрите, Пашинян спокойно, плюс-минус мирно, понятно, что тоже стреляли, и, в общем, тяжелейший исход армян из Карабаха, безусловно, трагедия. Но он признал все, он все признал. А Зеленский, видите, не признается, потому что под Зеленским все гнутся. Вот вам, пожалуйста, пресса. Влиятельная немецкоязычная газета, между прочим, публикует на своей первой полосе статью шеф-редактора Эрика Гуэра с резкой критикой украинской власти в отношениях к ней со стороны Германии. Короче, этот материале, в этом редактор главный пишет, что любые негативные оценки Украины в Берлине в значительной степени табуированы. Правительство не осуждает даже подрыв северных потоков, типа «это хорошее»,
А хорошие не могут ничего плохого делать. Морализаторство во внешней политике в Германии оставляет мало места для полутонов. Издание при этом указывает, что Германия критикует даже таких союзников США, как США и Израиль, но в результате у Украины есть только ура-патриотизм и идеализация. И автор напоминает, что Украина подорвала северные потоки, хоть Киев там это отрицал, однако Германия по этому поводу включила режим радиомолчания, и он считает, Гауэр, что такую политику заискиванием перед Киевом, то есть это видят все. Все кланяются Киеву, потому что Киев — это инструмент больших бюрократов, от которых зависит выделение, скорость, качество денег. А Урсула вышла и сказала: Европа — это то место, где вам нужно жить, уважаемые жители мира, там будет и безопасно, и спокойно, и хорошо. Урсула, императрица Урсула всем обещала, ну и революционерка в красной юбке Каллас. То есть эти люди, этот бюрократический аппарат, он заставляет склонить голову перед ними. Вообще саммит проходил в такой обстановке. С Зеленским, смотрите, все там друг с другом, Кошта, Туск, Мелани, кстати, Алиев с Мелани встретился тоже, Рютте тут как тут, и все так улыбаются Зеленскому, смотрите, все ждут его мудрых речей. Вообще, конечно, действительно прорывное событие, и если бы, допустим, ну так объективно посмотреть, ну хорошо же, удается выскакивать Зеленскому из, казалось бы, уже очень непроходимой ситуации. Официально зачем поехал Зеленский? Поблагодарить весь этот народ, всю эту честную компанию за кредит, большая часть из которого останется у них же, но зато же дроны, зато же войну можно продолжать. Короче, ладно бы приехал, поблагодарил и все, но он же использует эту площадку, он понимает, ему сказали, что ты в стране ОДКБ, там 15-25 километров российская база, а он возьми і скажи, що будемо бомбити Москву, парад. Це літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі. Розширювати цю війну, чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії. Значит, смотрите, это лето, говорит, решающее. Путин будет или сушить войну, ну, то есть на дипломатию идти, или будет очень кровавая война, но мы должны к дипломатии подтолкнуть. Окей, как ты собираешься к дипломатии подталкивать? Володька? Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також прилетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути санкціями на них. І я дякую вам за 20-й пакет санкцій. То есть он благодарит им за то, что на Россию санкции ввели. Россия слаба, Россия не может, Россия, ну, в общем, спасибо. И смотрите, с каким очень благодарным лицом смотрит Зеленский на, я так понимаю, на Урсулу, туда, в ту сторону. Но смотрите, какая еще история. Зеленский-то все понимает, что он кукла. Что он петрушка, его вытащили туда для того, чтобы, ну, скажем так, продемонстрировать, какой успешный проект. То есть Макрон вышел и сказал: мы оторвали Армению от России. Вот смотрите, Украину уж оторвали от России, вот она воюет, смотрите, как хорошо Зеленскому. И за пакеты дякует, и производство, и щит Европы. Ну хорошо же все, Зеленскому не нравится быть на вторых ролях. И вообще его выражение лица, это, оно свидетельствует того, что ему нужно быть на первых ролях. Поэтому, собственно, он и ляпнул это, что мы будем пускать дроны на Москву. Могут прилететь украинские дроны и поучаствовать в параде в Москве. Вдячний всім лідерам. Урсула, Антоніо, дуже вам дякую. Всім лідерам ЄС також вдячний за це. І саме тому, що ці санкції діють проти нафти, промисловості та банків Росії. Ми повинні продовжувати цей тиск і підштовхувати Росію до дипломатичних шляхів. Должны подталкивать. Подтолкни Россию. Ну вот он взял и подтолкнул. И то, о чем я говорил в самом начале, Минобороны России подтолкнулось. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации Путина 8-9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Читайтесь. Советского народа в Великой Отечественной войне. Все очень выверено. Советские люди победили.
То есть не русский, не советский народ. Все очень правильно написано. А кто Украина такая? Ну да. Рассчитываем, что украинская сторона последует примеру. Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженным силам Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздника. В случае попыток режима киевского реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности по гуманитарным соображениям, от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева, сотрудников иностранных дипломатических посольств, представительств о необходимости своевременно покинуть город. А тут же тоже интересно, да? Вот они это сообщили, а как своевременно? То есть парад прошел, ничего не запустили, можно не покидать город. Или заранее до парада надо покидать город. Или как? Или 8-9, если что-то полетело 8, то уже как бы надо... То есть неопределенность. Неопределенность. Но хорошо, что у украинцев все определенно. Вот второй человек в Украине, ну, по Конституции второй, а так-то, я не знаю, может, 333-й, если держать в уме Миндича, который свободно там смс-очками может назначать ему встречи, обсуждать весь состав всего руководящего поля украинского, да, всего состава руководства. Стефанчук, да, говорит, не бойтесь Россию. Я прошу вас бути рішучими і збивати смертельні російські ракети і дрони над нашою територією. Я прошу зупиняти російський тіньовий флот. Значит, это Копенгаген. Там слет глав парламентов всех стран ЕС. Ну, Украина же уже страна ЕС. Смотрите, какой там классный глава парламента. Ну, вот он и выступает. Я прошу вас перестати боятися Росії. Тому що Росію не боїться Україна. Тому що 4 роки тому Путін, який обіцяв всім за 3 дні провести парад в Києві, сьогодні вже просить Київ дати йому можливість провести парад в Москві. Это потрясающая история. Вот смотрите, ни разу не соврал же. Ну вот ни разу. Путин просит Киев, дайте возможность провести парад в Москве. Феноменально. И эти европейские морды, они сидят, вот это уши развесили, говорят, да, Путин просит. А тут еще Financial Times с материальчиком, что он все больше и больше проводит времени в подземных бункерах и сосредоточен на управлении ходом войны. Значит, источники у издания в Москве и в европейской разведке. Путин и его семья перестали появляться в резиденциях в Москве на Валдае. Он неделями проводит время по бункерам, в том числе в Краснодарском крае. Причина до сих пор, в общем, не прошел шок от операции СБУ с дронами «Паутина». Это так пишет издание, что причина – шок не прошел от паутины, а похищение Мадуро усилило опасения. Кроме того, в бункерах Путин проводит 70% времени и управляет войной. Он слушает отчеты о малейших поселках, которые переходят из рук в руки. Оставшиеся 30% он посвящает встречам с кем-то вроде президента Индонезии или экономики. Вот такую оценку. Вот сидят такие главы парламента, открыли Financial Times, все это прочитали, а тут такой Стефанчук говорит, не бойся Путина. Ну правда, ну чего? Чего бояться? Чего бояться? Да вообще у нас все происходит так, как Гордон говорил. Вот никак иначе. Великий геополитик с 3 волосинами на голове своей припаянной башкой. Я, если честно, сначала думал, это он о себе. С 3 волосинами с припаянной. А это он о Путине. Слушайте, надо Гордону расческу подарить. Такую, гребешком. Это ж надо дорулиться до такой ситуации. Я говорил об этом. Помните, я говорил, что парада, скорее Так о чем ты не говорил? Говорит, парада не будет, говорил. Представляете, не будет парада. всего не будет. Ну, разве что, если Путин не попросит Трампа, чтобы Трамп не попросил Украину не бить по параду. Ну, вот эта опция и работает уже. То есть, это какой стыд и позор вообще? Какой стыд и позор?
чтобы ты звонил Трампу и просил его, чтобы он повлиял на Зеленского, чтобы Украина не била по параду в Москве. Пару часов Смотрите, это она показывает рейтинг. Рейтинг того, о чем они говорят. Ну, они так радуются, понимаете? Им так смешно. Там уже... Да, там уже и вообще цинизм. Давайте сделаем перемирие на время парада. Да кто ты такой, чтобы с тобой перемирие делать? На время А правда, а кто ты такой? Ну, а кто ты такой? Какое перемирие? О чем вы? Зеленский, кстати, там реагировал на это, на перемирие, говорит, это цинично, там, туда-сюда. Ну, вот правда, а кто ты такой? Ну, кто такой? Верховный главнокомандующий, воюющий с твоими войсками. Это я объясняю, может, просто кто не понимает. Армии. парада не... Давай полностью прекращаем Да. огонь. Так это ж нормальная такая чисто украинская, не очень украинская темка. А давай полностью прекращай огонь. Полностью. Вот полностью, вот это вот как? Стоим, где стоим. Это да. А перемирие... У кого парад? У тебя? Так это твои проблемы. Сам их решай. Да. Боже, какие весело. Боже, как-то... Ирина Узлова. Узлова. Да, а Не, проблемы не такие, можешь, да. не можешь правой, работай левой. Решай свои проблемы сам. Но в результате устала правая, работай левой, правильно? А Кабаева Потом- уже думаете, Это ни о чем. Это ни о чем. Смотрите, какая атмосфера. Как дышит кадр. Какая экспрессия. Устала правая, работая левой. Смотрите, она ему... Слушайте, Бацман там не ревнует? Бацман, ты смотри. не подключается, да? Не, уже не подключайся. Потом снова переходи на правую. Так и чередуй. Ну это ж, слушайте, азы. Позор вообще, позорище такое Ее порвало, и он тоже. Эй! на весь мир просит Трампа. Дядя Трамп, ну повлияй на Зеленского. Ну что это, ну что ж нам по нам бить будут? Там и так уже техники нет. Тебе уже нечего по твоей Красной площади катить. Техники нет у тебя. Нет техники, нет, и Красной площади тоже нет. И вообще, и никого там не осталось уже, все сгорело. Все вообще, и нет вообще и грамотных людей не осталось. Вон, с Днем Победы написали в Пыть-Яхе, это Ханты-Мансийский автономный округ, это все сейчас понесли тоже сегодня, представляете? Ну, там интересно, что этот баннер написали, увидели, убрали. Ну, опечатка там кто-то, ну, какой-то как бы неграмотный человек это все напечатал, или так ошибка там, да, ну, победы и победы. Вообще, у них День Победы, все вот это. Представляете, сколько радости доставили. Более того, об этом стихи начинают писать. Но кто? Кто? Уехавшие, ну, так сказать, гонимые Леонид Быков выходит. Представляете? Обладатель такой фамилии, такой величины, как раз-таки в контексте победы. Ну, вот так. Убийцы, людоеды. Нам точно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Это типа стихотворение, это вот его вот он, графоманил, это типа искусство. В чем заключается искусство Быкова? Это типа Россия или там россияне обращаются к Украине, к украинцам. Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа. Явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем, не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортире, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда бы мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты, нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски. Ну, в общем, по-братски, молят, понимаете, молят. Ах. И я, смотрите, я не хочу... Есть люди, которые там поклонники Быкова, есть люди, которые помнят, как там, гражданин-поэт, да, с Ефремовым, это было как бы вот прорывно, это было, ну, тогда, там, до Большой войны. Есть люди, которые много помнят, много оценят
Но я обращаю ваше внимание и предлагаю в комментариях, а что они так светятся? Смотрите, как он светится. Ну ладно, Гордон. Ну, бог, ну, Гордон, да, Гордон, он Гордон. Ну, а этот прям, вот, видите, вот он светится. Ведь праздник у людей. Надели цацки. Гуляют. Цацки надели. Цацки, понимаете? То есть, вот это животное с претензией на писательский гений называет символы победы, ордена, врученные по случаю Дня Победы, цацками. На улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец дошел до Зя, мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же Чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет. Довольно зла. Не упадайтесь в бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны. Гитлер. То есть в конце этого произведения еще это, собственно, и вот это вот, ну, злорадство, что русские бьют, потому что любят, ну, там имеется в виду, вот эта история, вот об этом все, вот это, вот весь, как это, моторчик юмора, или как это, этой иронии, вот этого сарказма, он крутится вокруг этого, но в конце говорит Гитлер, фуражки Гитлера верны, понимаете, это перед Днем Победы. Это Зеленский, который говорит, дроны могут поучаствовать в вашем параде в Москве, а в Москве ну, это просто у них, по-моему, случился, ну, какой-то коллективный у этих представителей российской оппозиции, ну, не помешательство, атрофировались какие-то отдельные участки мозга, судя по всему. Причем серьезно атрофировались. Ну вот смотрите, квартира, которая там прошлой ночью пострадала. Летел дрон, пролетел, долетел, попал в Бутово в квартиру. Да? Ну, то есть, вот внутри, как это все выглядело. Здравствуйте. Раз. Два. И три. Ну, то есть вот что осталось. Нет, смотрите, для украинских граждан, для украинцев это нормальная, привычная практика. Я сейчас не об украинцах, я сейчас о представителях россиян, то есть вот этих уехавших, стихотворения по этому поводу пишущих. Смотрите, человек, который имел попадание в свой дом, человек, который, хорошо, ну, очень там близких отношениях или дружит с каким-то человеком, у которого было это попадание в дом, он никогда не будет там стишки о параде писать, он никогда не будет ерничать по этому поводу, по поводу того, что бить, не бить, понимаете, потому что все так говорят, по параду, по какому параду? То есть это срыв, конкретно работа на срыв, мероприятие, которое исторически как бы общее, но тут сказали, что русские фуражки Гитлера верны у Быкова, понимаете? Это даже не... Ну, никто над этим не смеется. А тут находятся вот эти люди, которые смеются, которым смешно, которые веселятся, которые радуются. Конченые, понимаете? Ну, вот просто. Но у них же там свои вот эти ячейки, маленьких аудиторий, они такие, вот, этот Путин. Да какая разница? А представьте, не Путин. Ну вот нет Путина. Есть там кто-нибудь другой. Мишустин. Ну он же как бы премьер. Вот давайте Мишустин. Там принимает парад. Да, или летит по параду. Да не по параду летит. Там же тоже я сомневаюсь, что этот дрон летел там, конкретно в этот дом. Нет, конечно. Ну, там подвинули рэбом, или он сбился с курса, или там промахнулись. Точно так же, как и российские. Дроны не летят они по домам, хотя там украинские специалисты по ПВО говорят, да, все бьют специально по домам. Ну, вот общежитие в Днепре, да, например, это общежитие кто-то навел, кто-то слил наводку, кто-то еще каким-то образом, ну, потому что общежитие, а также какие-то военные объекты являются целью, некие, но прямо
по домам не бьют. Не как бы с Россией, не с Украиной. И это нужно понимать, и нужно, если воевать, то хоть как-то с каким-то достоинством. А это танцы на костях своих дедов. Вот эти вот стишки о том, как кто-то у кого-то русские просят у украинцев. И вот это все так преподносится. А украинцы ж нет, они не останавливаются, они идут дальше. Новые цели разрабатывают. Щоб міст пішов під воду так, як треба, тут є нюанс. Тут є... Смотрите, нюанс показывает военный, эксперт, куда надо бить по Крымскому мосту, чтобы он лег. Нюанс, його треба бити ближче до Керчі. Саме там його треба упідводнювати, щоб ускладнити ремонтні роботи. Взяти це під вогневий контроль. Підплила баржа, потопили. Ага, то есть, смотрите, мост, нет, там подплыла баржа ремонтировать, утопили. Підплила баржа, потопили. І так протримати, хоча б 3-4 місяці. Це воно почне задихатися. Конечно, начнет все задыхаться. И, опять Крымский мост, конечно. Давайте Крымский мост атаковать. Прошлая атака, подбили этот Раптор, катер, и там несколько членов экипажа погибли из-за этого, и там есть такая история, обсуждали сегодня на эфире с Арестовичем, что, в общем, закончился боекомплект, 8 они сбили, и вот прям тараном, то есть, переградили морскому дрону вот этот как бы путь, и, в общем, он не дошел до моста, и ценой там нескольких жизней, не всего экипажа, но нескольких жизней, несколько человек выжило, но тем не менее. То есть это война, это страшные вещи. А у всех как бы стишки, хихоньки, хахоньки, понимаете? Но хоть есть отпетейшие накануне 9 мая представители ультра как бы составляющей идеологической армии. Вот есть такой офицер управления батальона Нахтигаль. Представляете? Вот есть такой батальон, называется Нахтигаль в Вооруженных силах Украины. У него позывной майор Джмиль, типа Шмель. Вот этот военный говорит, так что ядерку? Вот, понимаете, вот вроде вот он Нахтигаль и Джмиль, а ядерку ждет. Все-таки з тих людей, які мають бачення, що все-таки буде ядерний удар по нашій території, якого... Це тобі до Скандинавії? Ні, ти що, це особисто моє переконання, я нікого не лякаю, не переконую в тому. В мене є своє бачення. Так. Я думаю, що вдарять. Яким це буде зарядом? Чи це буде з випущений, який там в радіусі кількох кілометрів все перетворить в попіл? Чи це буде орешник, запущений орешник, це ліщина, ні? Щось таке, так. Скільки ліщина? Орешник, лещина. Что это такое? Смотрите, они какие-то фанатики все обезумевшие. Орешник, лещина, ядерный удар, да будет точно. Доволі великий. Це буде великий Орешник. заряд орешника, так званого їхнього, цієї ракети носія там. І по якій локації, теж невідомо. Однак я чомусь переконаний, що це буде в тій чи іншій формі. Будет в той или иной форме. Вот все. Верим офицеру управления батальона Нахтигаль? Я вот всегда, особенно перед 9 мая, всегда верю по подобным батальонам. Будет ядерный удар. Нормально, чего? А что он решит? Да какая разница? Главное, что Бугданов всех успокаивает, говорит, смотрите, Россия теряет ресурсы, а не побеждает. Буданов обратился к американской аудитории во время форума в Сидоне 26 года и заявил, что Россия теряет ресурсы, не способна ничего добиться. В своем выступлении он подчеркнул, что современный блок агрессоров в составе Россия, Иран, Северная Корея представляет угрозу не только для Европы, но и для глобальной безопасности. Россия не побеждает, она истощается. Ее потери огромные, а продвижение минимально. Добавляет, что Украина заинтересована в прекращении войны и поддерживает реальные дипломатические шаги, включая прекращение огня, если не будет иметь смысл и гарантии выполнения. И спасибо, конечно, США, кому же еще, за то, что там, это ритуальные танцы. По словам главы Офиса Президента, Россия постепенно истощает свои ресурсы, в то время как Украина наращивает технологическое преимущество. Представляете? То есть, вот поэтому как? От безысходности будет ядерный удар. Они от истощения будут ядерным ударом бить. Правда, как-то по-другому натовцы тоже со своей колокольни, но по-другому смотрят на это все. Вот адмирал Джузеппе Каво, он представляет военное командование НАТО. Говорит,
смотрите, глухой угол горит тоже, заморозка фактически. Так, відбуваються певні речі, але якщо говорити про поле бою, я б сказав, що так, це глухий кут. Я маю на увазі, що немає територіальних здобутків, суттєвих територіальних здобутків. З російського боку є багато втрат. Вони втрачають багато солдатів. Україна тримає лінію оборони. Тож можна сказати, що це, так би мовити, певною мірою заморожена ситуація. Заморозка. Так а как ее разморозить? Наверное, надо всех собрать, россиян, и погнать на мобилизацию. Ну, кого говорить, не будут. Як ви вважаєте, чи може Росія найближчим часом оголосити мобілізацію? Мобілізація суперечила б самій концепції спецоперації, адже мобілізацію оголошують для війни. Для спецоперації мобілізація не передбачається, оскільки це нібито не війна, а спеціальна операція. Тож з огляду на те, що росіяни навіть через 4 роки продовжують називати це спецоперацією, я наразі не очікую мобілізації. То есть нет мобилизации, это спецоперация. Ну, а зачем мобилизовать кого-то на спецоперацию? Это не война. А кто войну объявляет? Да никто не объявляет войну. Ну, так и будет. Вот такая вот тягомотина, понимаете? Так и будет. Ну, вот да. Ну, ядерным ударом, ну, конечно, могут влупить. А чего нет? По Нахтигалю желательно. Спиона, да? А может, из Орешника. И вот эту тягомотину, например, Коломойский ждет, что будет 3 года. Так уже все вроде сказали, так что добавить особо нечего. А вина, ну, в ближайшие 3 года точно не закончится. Точно не закончится. Вот они все вот это втелещились 3 года, да, то есть имеется в виду, что, ну, пока Трамп. Ну, а чего? Трампа нет, ну, и тогда уже посмотрим, да, а тогда же победим, тогда же перемога, она же близка. То есть, смотрите, 3 года не закончится, Гордон ухахатывается, так сказать, визуалом интервью, изменяет своей бацманьке, и все радуются. А если что-то происходит, то это же, конечно, ужас. Сегодня интересная как бы новость пришла. Россия передала Украине 375 мертвых украинских военных и гражданских. Они считались пленными, сообщил об этом координационный штаб. Тела имели признаки пыток, истощения, отказа в медицинской помощи, сообщил руководитель секретариата координационного штаба Богдан Ахмерименко. В плену у противника, говорит, с 22 года находится более 1000 человек. Их пытаются вернуть в приоритетном порядке. Ну, поскольку ресурс этих людей истощается, и, в общем, добавляет он, понятно, что далеко там не более 1000 человек, их гораздо больше в плену. Ну, тут, наверное, имеется в виду гражданских. Ну, в общем, страшные же вещи происходят. Считаются они в плену, а на самом деле нашли и, в общем, принесли. И это плюс еще 3 года давайте добавим. Обменные фонды. Давайте еще. А что еще не воевать? Вообще, конечно, что вернули? Ну, потому что охотятся-то за другим. Сегодня материал Independent. Я ухахатывался. Белецкий стал бы особым призом для России. Он один из самых успешных командиров Украины. Заказуху написали в Independent. 3-й корпус действует вдоль 150-километровой линии фронта в районах Восточной Украины, которая больше всего хочет захватить Путин. Лиман, это стратегически важная там оборона Славянска-Краматорска. В марте россияне в очередной раз пытались прорваться в город, но 3-й корпус превратил их штурм в провал. Сейчас корпус не просто сдерживает оборону против России, начинает оттеснять назад на 12,5% фронта, который он контролирует. 3-ю штурмовую Independent называет самой эффективной. Там 10 тысяч военнослужащих, это вдвое больше, чем в обычной бригаде, и 90% из них это добровольцы. То есть, будь как Белецкий, иди к белому вождю. Кто заказал, чтобы на Independent появилась эта статья? Конечно, Ренат Леонидович. И у всех все хорошо. Но если ты не хочешь воевать, ну, тебя обязательно каким-то образом простимулируют. Каким? Ну, вот, например, награжденный Зеленским дроновод Ахиллес, муж народной депутатки, подсказывает. Сили оборони змогли забезпечити такий результат, що, незважаючи на обстріли, які є від Російської Федерації в глибину України, а також незважаючи на економічне становище, яке об'єктивно складне в Україні зараз, ну, в деяких регіонах війна не дуже відчувається. Значит, опять-таки, это какой-то шизофрения. Одни говорят, войну чувствуют во всех регионах Украины, везде. Или вообще прилеты были везде, и похоронки тоже везде. Но он сидит и говорит,
Не чувствуется есть места, где война. Для того, щоб зрозуміти, що в країні йде війна повномасштабно, треба відвідати кладовище, над яким майорять синьо-жовті стяги наших військових, які віддали найдорожче за те, що українська держава мала право відбутися, українці мали право жити на своїй Богом даній землі. І поодинокі розмови одного з іншим. Може ще нагадати якийсь банер чи будь-яка інша зовнішня реклама, мобілізуйся, там, долучайся до сил оборони. Все. Якщо казати про глибоко важливі міста, не відчувається, що йде війна. Тобто ви уявіть настільки стійке і міцне українське військо, що воюючи колись з другою армією у світі, ми змогли забезпечити той результат, коли частина нашої держави фактично не відчуває на собі те, що йде величезна, найбільша в Європі, на європейському континенті після Другої світової війни, війна на поточному часі. Не чувствует это как? Не чувствует войну? Это как вот не чувствует войну? В Днепре сегодня собрались мужики и не чувствуют войну, наваляли ТЦКшникам, отбили парня, заблокировали бус. Вот, пожалуйста, пацаны снимают одесские то, что видят на телефон. Ну, там подростки. Смотрите, машина у него, ну как, я не говорю, что это там люкс какой-то, ну, Тойотка какая-то, там, не знаю, CHR какая-то, непонятно какого года, но как бы, ну, не копейка, ну, то есть имеется в виду не такая, что прям, хотя надо уважать любую машину, это часто, и он видит, что его как бы ну, начинает таранить и с боями прям вырывается, устраивая там голливудскую погоню. Снимай. Ну, вот так вот. Пацаны радуются, говорят, ай, красавчик, а менты где? А менты вот. Ебан. Стри. Погоня. С мигалками все. Это ж надо. ДТП совершил, машину ударил. Прям протаранил и валит от него. Вообще все нервные стали какие, знаете, такие. После этого случая с Голосеевским стрелком. Как-то вот чуть что хватаются за пистоли. То есть Киев. Крутят полицейские с ТЦКшниками. ТЦКшник уселся верхом на, так сказать, будущего защитника Украины, у которого, кстати, зарплату подняли, так, на секундочку, 425 тысяч будет получать. Ну, недолго. Но, тем не менее, он уселся верхом, так сказать, и все его как бы уговаривают идти, говорит, на кладбище сходи, рекламку почитай и осознай, и тебе там, ну если не к Белецкому в 3-й штурмовой, то куда-нибудь в другое место. Вот так вот он этого ТЦКшника за пояс и, так сказать, оттягивает. То есть бородатый мужик явно как бы в теме. Он одного схватил, второго, полицейского в сторону. Смотри, как он это так резко, Рэмбо, понимаете, так, раз, передернул затвор. Ничего себе, причем они вдвоем. Слушайте, полицейская академия какая-то. А пацаны ж молодые, что один, второй. Кричит, это нападение на полицейского. Нет, здесь, конечно, этот голос, конечно, на ускорке. Но, в принципе, вы понимаете, что ее нет совсем. Друже, відійди на 1,5 метра. Саня, відійди. Ну, говорят, Саня, веди. Ну и понятно, что как бы вот бусифицируют. Фактически мы стали свидетелем, что бусифицируют уже прям с пистолетом. С пистолетом у виска. Но это полицейский вроде как, да, это, ну, понятно, сейчас как бы после этих всех событий он имеет право применить оружие и применяет его. Ну, то есть, или хотя бы делает вид, что применяет. Но что пистолет делает в Ровенской области в селе Тынное у одного из людоловов, это вот непонятно. Вот так вот.
Ну, то есть, ну, если там в Киеве все как-то еще как-то, не то, что испугались, но так остановились, да, то как-то в Ровенской области как-то вот на его пукалку особо внимания не обратили. Там все-таки в глубинке еще такие более какие-то крепкие нервы у людей. Хотя, если честно, это, конечно, полный трэш, полный ужас, полный кошмар, что происходит. И параллельно с этим, вот Громадская, самое честное, это какое? Громадская пишет, что те, кого направляет ТЦК, это ходячая катастрофа, военные жалуются о том, что мобилизация массово касается непригодных к службе. Из 10 человек, которых присылают в часть, 3 ограниченно годные, 2 наркоманы, еще 2 уходят в СЗЧ. Ну, то есть наркоманы остаются, вы понимаете. Кто-то падает с эпилепсией, у кого-то под кайфом, в общем. Ну, в общем, где-то 70% это ограниченно пригодные, которые там попадают в бригаду, качество низкое, мотивация никакая, у кого-то кривые пальцы, гипертония, шизофрения. Один был со стомой и калоприемником. С калоприемником в учебную часть. Я не знал, что с ним делать, говорит один из командиров дроноводов. Ну, ты же дроновод. Ну, а что? Вы же сами говорите, сидишь там за 500 километров и там на передовой уничтожаешь. Ну и что у него калоприемник? Ну, а куда там? Ну, там, понятно, катетер, калоприемник. Ничего страшного, годен. То есть человек в туалет не может сходить, но он годен. Маразм доходит до просто запредельного уровня. Вот, пожалуйста, та же Одесса, женщина, жена священника, волонтер. Говорит, по беспределу священника мужа загребли. А он говорит, а я не буду брать в руки оружие. То есть вы меня можете... Они знаете, что отвечают? Не таких ломали. Нам брали, нам казалось, що його ніде нема, але на самом деле 6 днів він був в Одеській області. Я військовий волонтер, Гуря Наталія, 22 года, я працюю, ми допомагаємо хлопцям, їздимо по всім напрямкам. Мій чоловік священник, його ТЦК наше в Одесі забрали у нього телефон, і 6 днів ми не знали, де він, що він, ми його шукали. Ну, от вони, коли приїхали до частини, їх не з автобуса, коли вийшли, то їх закидали шумовими гранатами, він це також розказував. Також наша Одеська ТЦК, яка ще на Білінського знаходиться, вони обшук устроїли моєму чоловіку особистих речей, і пропало у моєго чоловіка 9 тисяч гривень. Короче, встретили шумовыми гранатами, ну, ломают психику, ломают. Нашли 9 тисяч гривень, забрали. Білінського, там дуже велика антисанітарія. Він каже, говорить, в туалет сходити не можна було, хлопці ходили в туалет в бутилку. Ми приїхали з адвокатом до частини. Ну, так что с калоприемником вполне нормально. Катетер, калоприемник, там бутылочка, все. Нормально это. А куда там? Там ходить некуда, антисанитария. До нас вийшов замкомандир часті, коли адвокат спитала, що для чого вам священник, на що він відповів, що, говорить, повірте мені, говорить, не таких ламали. Його одягли так військову форму, але він оружие не візьме в руки. Мій чоловік готов свідчити, а то, що там робиться. Дуже йде моральний тиск, дуже сильний, його постійно лякають тим, що його відправлять в скалу. А може ми будемо лучше чистити, у вас зам на замі сидіть, командир на командирі сидить, може ви це будете дивитися, а не священнослужителі забирати. То есть, может, вы как-то там зам на заме, командир на командире, имеется в виду, что раздутые вот эти тыловые части, тыловые штаты, может, вы там что-то предпримете, какое-то решение? Может, туда надо обратить свое внимание, не священникам? Ломают священника, не таких ломали. Будете служить. А что так происходит? Потому что у них есть картотека свободных остатков. Это феноменальная история. Пришел в Раду Гончаренко на следственную комиссию. Закарпатский военком такое вичудив. А на підставі чого його затримали? Він перебував в картотеці вільних залишків та підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Картотека вільних залишків? Ну так, є. Що це таке картотека вільних залишків? Не можу до кінця пояснити. Никто не может до конца. Это свободные остатки. А есть несвободные, то есть те, которые проплатили. А есть те, которые блатные. Ну, это остаток, но он не свободен. А вот эти есть, те, которые ничейные, не блатные и без денег. Это картотека свободных остатков. И вообще, вы свободные остатки. Вы свободные остатки и не мужики. Вы вообще не мужики. Он вам рассказывает, военный с 5-й бригады, говорит, не хочешь служить, паспорт положи, плыви себе, плыви через Тису. Твоя війна, не твоя країна. Паспорт поклав, Тису пригнув,
уплив, все, там далі як життя складеться. Не хочеш воювати за цю країну, значить це не твоя країна. Все. Ну, отлично, отдавай возможность, и я уверен, многие сделают свой выбор. До побачення. Ну, якщо раніше я якось до цього ставився, ну, там, дистанціювався від цього питання і думаю, боже, кожен що хоче, то й хай те робить. Але ну, ось уже 4 роки скоро, да, як я на війні, як мої друзі на війні. То есть 59-я бригада, я говорился, 59-я бригада, вот этот вот, говорит, уже 4 года я, вот, как мои друзья на войне, а вот ты там сидишь. Ті, хто не повернеться вже. І ну, от в мене питання, чого ми тут, да, а хтось за цей час там живе своє краще життя. Мене Отличную жизнь все живут. А вообще все великолепную жизнь живут. В тылу, смотри, работа прет, возможности, экономика, все цветет, девок много, заработать есть везде. Класс! Все живут там, клубы, все отлично, ничего не летит, все замечательно, все живы, все здоровы. А вы там гибнете, а ты там живешь свою лучшую жизнь. говоримо зараз за людей, в яких є законні підстави, законні. А что такое закон? Им плевать на закон. Им плевать, они просто, говорят, не таких ломали. Підстави не мобілізовуватись, да, там, ну, діти, там, реальний, а не куплений стан здоров'я, да, там, робота на броні, того, що економіка теж має працювати, це в тому числі наші зарплати, наше забезпечення. Повинен хтось лишитися, хто буде. Смотрите, логика. Это так сразу не услышишь. Должен кто-то остаться. Не должен кто-то идти, да, мы вот выбираем, ему снабжаем, а должен кто-то остаться, ну, чтобы меня обеспечивать. А потом он, когда все закончит, скажет, так обеспечивай меня и дальше, я тебя защищал. Вот это как формулируется. Працювати на підприємствах, да, там, да банально сміття вивозити, ну, ремонтувати Мусор вывози. водопровід і так далі. Але ті, хто от не мають законних підстав і собі щось в голові вирішили, що це не їх війна, ну не ваша війна, не ваша країна. У вас особисто є якісь знайомі з цієї війни? Зараз немає. А раньше Ну, зараз были. вже немає. А раньше были те такие знакомые. Говорят, не моя война, не моя страна. Сейчас, конечно, нет. Так а что это за война? Ну вот что это за война, где реально эти ТЦКшники, как собаки? Родина президента, город Кривой Рог. Родина Зеленского, избранного в 2019 году. Мать у хлопца умерла, и они вот везли на кладбище, это похоронная, ну как процессия, там, конвой, колонна, короче. Ну вот это вот, конвой, господи. Ну, в общем, колонна похоронная, там автобусы, там машины, катафалк, в общем, везут. Возле ТЦК остановились и говорят, отпусти мать похоронить. Не отпустил. Ну, стоит он у колонны, ну что, ребят. Приехали в ТЦК, забрали вчера хлопчика, сегодня похороны его матери. Он стоит, колонна похоронная. И нас просто, его не отпускают даже на похороны матери. Да, вот так вот. Ну так пускай конвой выйдет. Ну, посмотрите сами. Я вам верю. Ну, он верит. Там мать лежит. Верит. Он верит. Не хочу ходить смотреть там вот это. Нет. Ну, верит. Я вам верю. У нього він один-єдиний син, мати одна в нього. Совість треба мати. Ми чужі люди. У мене є своєнник, я до вас можна зайти? Тільки через черговий. Я не черговий на воротах. Ну ви розумієте, ну ми чужі люди будемо ховати матір, він навіть з мамою не може попрощатися. Ну, це ж якась совість должна бути, ну по-чоловічески. Ну це ж не то, що ми прийшли просто на дискотеку відпустити. На дискотеку подпустили, наверное. Представляете, у него хватают, засовывают ТЦК, в этот приемник. Они там сидят, ждут своей судьбы. Тут мать. А мать что умерла? Да, конечно, не выдержало сердце, там, давление, инсульты, что-то еще, потому что, ну, такое, представляете, пацана, единственного сына схватили и засунули. Конечно, перепсиховала, тромб какой-нибудь там куда-нибудь. И все, а он не может даже... Они приехали вот с похоронной колонной, говорят, вот, отпусти их, закопают в землю, хоть покрестится, хоть это попрощается.
Нет, не имеем права. Это нормальная война. А потом спрашивают, что, а как, а почему? Почему все хотят убежать со страны? Вот. Приднестровье. Сегодня, кстати, показывали Приднестровье. Вот так вот. Приднестровье сегодня показывали, какие там классные укрепрайоны. А это все-таки мужику удалось, так сказать, ну, вдвоем там вырваться. И это он наклонился грибочков пособирать. Но сделал это так, чтобы видел дрон пограничников, от которым вот этому парню со своими товарищами, ну, один там, наверное, товарищ, в общем, со своим товарищем все-таки удалось съехать. Вот он взял и поклонился в сторону Приднестровья. Вот так вот. Ну и всякие там жесты разные. Ну, долго ж висят. Они же думают, можем достать, может, достанем, не достанем. Нет, это уже Приднестровье не достанут. Поэтому очень себя свободно чувствуют вот эти люди. Это те, которые положи паспорт и давай, где твоя страна? Да выпустите их уже, выпустите всех. Более того, может, кто-то приедет воевать за Украину, если будет знать, что он приехал, может уехать, что это не клетка, не концлагерь. Достают даже коллег Зеленского, актеров. Коллег. Анохин Вадим Валерьевич, актер детского областного академического драматического театра. Актер областного детского академического театра. Несмотря на бронь, был избит сотрудниками ТЦК. Сейчас нахожусь на территории 11-й больницы. Меня удерживали. Удерживали. Он сейчас на территории 11-й больницы. На Черноморского казачества 40. Названия еще такие. Черноморского казачества 40. Не было ж таких названий. Ну ладно. Не давали вызвать скорую. Полицейский, который был в этой компании, не давал мне ее вызвать. Я час с переломом, с адской болью, с трясущимися руками и с болевым шоком, выкручиваясь, это терпел. На Черноморского казачества 40 меня, артиста театра, обзывали... Меня, артиста матами, театра. пидором, петухом, Его называли. Понимаете? неважно. А потом... Артиста театра называли нехорошим человеком. Когда я выполз на дорогу, когда меня соизволили отпустить, мне пришлось самому вызывать себе скорую, которая не ехала из-за воздушной тревоги. Через час... Но это русские виноваты. Ты тут артист театра. Ты никакой не киборг, ты не думай. Это ж русские. Это ж русские, поэтому... А так бы приехала бы скорая помощь. Чего ты? Случайно проезжающий полицейский... Там хатовская пауза у него. Случайно проезжающий полицейский. Интрига. И... Спасибо ему огромное, потому что в нашей стране еще есть люди. Доставил меня на территорию 11-й больницы. Где меня послали в аптеку за препаратами, ну это понятно. Но в ту ближайшую, когда я зашел, мне сказали, что их препараты им не подходят, потому что у них союз вот с этой аптекой. Ну так нормальная практика. Ты где? Ты в Украине или где? Конечно, не подходят в той... В это иди, там все на мази, на процентике. Как вчерашний. Ты в Одессе или где? Понимаете? И еще я должен заплатить девушке на рецепции и врачу. Так бесплатная ж медицина в Украине. Конечно, должен заплатить. Ну, наверное, у них нет зарплат. А я просто... Вот такая вот у нас система. Рассказал все, до мельчайших подробностей, а потом утром еще начал продолжать. Это Анохин у него фамилия, актер, актерище, актер, прям хочется, представляете, как вот все так у него. На самом деле понятно, что у него все вскипает, потому что отлупили, поломали ему палец, и причем так, серьезно поломали, достаточно серьезно. Что там роли уже там особо ты не сыграешь с этим гипсом и так далее. Получается, палец сломали с гипсом, так может бронь снять.
А мы же видим, что и с катетером, и с колоприемником можно, а что с гипсом нельзя? Я избит сотрудниками ТЦК. Полиция не приехала до сих пор. Скорая не приезжала, несмотря на то, что человек ползет по улице Черноморского казачества. По дороге от болевого шока. Скорая не приезжает, воздушная тревога. В больнице я за это еще должен заплатить. 300 гривен трачу мало. Вот так. Я не хочу говорить, что я не сыграю «Деревья умирают стоя» 10 мая. Деревья умирают стоя 10 мая. Я не хочу говорить, что я это не сыграю. Потому что я хочу сыграть этот спектакль. И до слез. Не сыграет он этот спектакль. Деревья умирают стоя. Знаете, это можно так и назвать, в принципе. Вот этот путь. Вот этот путь. Деревья умирают стоя. Путь бегунов от ТЦК. Вообще, конечно, неблагодарные все. Ну, смотрите, ну, вот всех тянут, зарплаты большие, все хорошо. Понимаете? Мотивация должна быть. Там вообще, там же хорошо в армии. Кормят от пуза. Вон, смотрите, десантура освоила ТикТок, релси. І от это от, гляньте как. Що дуже тішить, це меню одинакове на всіх батальйонах, всіх столових. Поняли? Смотрите. Меньше недели назад голодающие солдаты, говорят, смотрите, меню вообще одинаковое во всех столовых. Меню кормят так, как хорошо. Тобто від курсанта, від рекрута до офіцера і комбата всі їдять одну їжу, і їжа дійсно смачна. Все едят одну еду. Смотрите, как вкусно все. Вот маслом, шмат масла, накладывает, сам себе накладывает. Смотрите. Смотрите. Так, що ми сьогодні маємо? Горох. Горох. Не повірите, але горох – це моя любима їжа. Музыкальные вооруженные силы. Наверное, в оркестре играют. Десантники там написано, но может оркестр есть какой-то при десантниках. І ще як в бабусі та капуста. Просто шок. Как у бабушки капуста. Смотрите, До как речі, на замечательно. десертик в нас. Печенюшки. Річуть з маслом. Ну і чаячок. Думайте. Думайте. Думайте, говорит. Думайте. Думайте, как говорил когда-то Зеленский. Вы понимаете? Там хорошо, как кормят, смотри. А ты там, голодранец, заработать не можешь 300 гривен врачу отдать, что тебя там перевязку сделают, там гипс наложат. На сніданок, як добре поїш, так цілий день і піде. І це я вам скажу завжди кожного сніданку. Це дуже смачно, поживно. Зазвичай порції тут величезні і деколи навіть доводиться залишати. Але... Оставлять? Кому оставлять? Ну как кому? Товарищу. Ну так оставлять приходится. Не доедаем даже от пуза, у нас такие большие порции. Є один нюанс, є один секрет. Якщо тобі не вистачило, ну проголодався, так буває, то сміливо можеш підійти до поварів, і вони тобі насиплять ще одну порцію. Це, я вважаю, дуже велика прерогатива для стомленого голодного десантника. А так вот. Еще одну. От пуза прям кормят. И еще порцию хочешь? Добавки? Да на. Давай, десантура, ешь. Еще есть. И это все, смотрите, демонстрируют. Ну, заманивают. А все-таки, слушайте, как хорошо. И почет, и уважение, и побратимы, и работа на воздухе с людьми. Понимаете? Так а что там я раньше? Кем там я был? Там каким-то там в АТБ, как в супермаркете, в каком-нибудь там Новой почте, да, в отделении. Пускай там другие поработают. Темненькие. Завирусилось это видео. Вот уже сотрудники Новой почты имеют специфический вид. И много снимают. Ивано-Франковск, Одесса, Львов. Принимают, работают. А чего? Хорошо. Нормально им, говорят, кстати, платят там по $800. Правда, военные, вот эти, которые от пуза едят, как-то тоже не шибко довольны. Получается, индусам можно, блядь, платить по $800, а нам, блядь, нельзя, да? И до 30-ку поднимают. Там 35 уже уборщиками идут. А у нас, блядь, 30-ку хотят только сделать, блядь. Смотрите, 30-ка это в тылу.
То есть это тыловой солдат. Он обижен. Говорит, как так? Индусу 35, а мне подняли до 30. Так может сначала индусы хай пойдут позащищают, если они хотят в этой стране жить и работать. А мы пойдем дворниками, по 35 тысяч будем получать. Просто, блядь, это какое-то сравнение, блядь. Вы защищаете родную, а мы индусов будем побольше сюда возить. Чтоб наших женщин скрещивали, блядь. Скрещивали, понимаете? Прям как мушки-дрозофилы скрещивали. Но всех таких подобных, нерадивых солдат, которые включают мозг, да, их всех успокаивает Корчинский. Говорит, да успокойтесь. Ну вот всегда, вот на любое вот такое вот возмущення знайдеться свой Корчинський. Оці всі заклики до завезення мігрантів, які нам тут будуть робити економіку, тобто українці будуть вмирати на фронті, а бангладешці будуть нам тут будувати Україну, це облуда в принципі. От хай вона буде не збудована і стоїть ця сама Україна. Почекаємо, зміниться ситуація, Маск виробить 1 мільйон роботів, а найближчим часом будемо завозити собі роботів замість мігрантів. Корчинский просто, не знаю, это шедевр. Говорит, значит, смотрите, мало того, что мужиков не осталось, да, завозят мигрантов. Мало того, что им меньше платят, чем военным в тылу. Военных в тылу всегда больше. Это снабжение, обеспечение, перевозки, это тоже военное. То есть это не гражданские делают. Мало того, а он говорит, вот сейчас закончится война, пускай оно все такое разбитое и стоит. Мы лучше подождем, пока Илон Маск роботов нарисует на 3D принтере, отпечатает, и потом нам пришлет 1 миллион роботов, и мы с этими роботами все восстановим. А до 1 миллиона роботов так посидим. Че, нормально. За что воевали? Ну, за вот это. А что ничего не делаете? А зачем нам делать? Мы Илона Маска с роботами подождем. А работы нет уже сейчас. Вот, пожалуйста, Одесса. Бизнесмен жалуется. Запаковали у меня еще одного мастера. Работать все сложнее и сложнее, при том, что мы от компании сделали все, что можно было. То есть мы военнообязанных людей довозили домой, но это, к сожалению, не помогло. Человека... То есть, смотрите, все, что можно, они не могут забронировать. Они не критическая инфраструктура. Они, то есть бизнес, довозили домой, но чтобы он не шарился там по каким-то остановкам, еще где-то. Они подвоз сделали специально, как компания. Привезли до дому, он буквально зашел в свой двор, и сзади набежали ТЦКшники и просто поканули его. Уже проходит без АВП. Вот, поэтому сейчас вот будем искать людей. Без АВП это учебка. Ну, то есть, а сейчас будем искать. Кого ж ты ищешь, одесский бизнесюга? Мне нужны мастера. Мастера по перепаковке батареи. Также я бы рассмотрел мастеров по обслуживанию ноутбуков. И понял, что в данной ситуации, конечно же, там я буду выбирать молодежь там, до 22-23 лет, либо после 25 лет. Это должна быть отсрочка. Всех менеджеров по продаже я перевел на удаленку, но, к сожалению, вот мастера, они не могут удаленно работать, им нужно выходить. Поэтому... Идиоты, которые пишут по поводу дискриминации по возрасту, встаньте с дивана, откройте свои глаза и посмотрите, что происходит вокруг. Сейчас бизнес должен, по факту выживать, потому что помимо других угроз есть еще внутренняя угроза. Поэтому, ребят, кому нужна работа, кто в Одессе, молодежь, либо после 25 лет со срочкой, пишите в личку. Индусика тебе государство подгонит. Одного, второго, пакистанца, бангладешца. Не знаю, что он там отремонтирует, конечно, и как он батареи перепакует. У них там нет батарей. Но как-то же... Научится, ничего страшного. Ничего страшного. То есть военные все видят, гражданские все видят, все понимают. Вот еще один рубящий правду матку военный. Вже і зарплати дадуть військовим, вже і ротації будуть, вже все так хорошо, все класно почули нарешті, да? А чого ж так відбувається? А чого? Арно розкажи. А того, що спливають факти, які комусь дуже-дуже незручні, і хтось дуже хоче, щоб їх не чули, ці факти, і треба їх замилити, і треба розказати по всім своїм новинам, ручним новинам, що військовим будуть піднімати зарплати, що будуть робити ротації, все треба говорити те, що хотіли люди чуть, для того, щоб люди не розганяли паніку, для того, щоб люди не говорили за Міндічгейт, для того, щоб люди не говорили за те, що корупція в нас страшна в країні, що будиночки будуються там в людей, в якогось Андрюшика, в якогось Вови. От для чого це робиться. Це робиться не для того. 4 роки війни вже 5-й пішов,
ніхто так не кричав, да, що зарплати піднімемо. І тут в цей момент, нате, і ми вам піднімемо зарплату, що до них дійшло, ви думаєте, ні, це робиться, щоб замилить просто очі, і щоб в новинах не мількав той міндіч, щоб в новинах мількало, що зарплата підніметься для військових. От для чого це робиться. Того не будьте дурними і думайте головою. Да, думайте. Да, давайте подумаем. Смотрите, ну он же с позиции там зарплаты, военным. А вы думаете спровоцировать Путина, чтобы он не ударил по центру Киева? Ну и что там? Вот представьте, Путин бьет по центру Киева. Нет, понятно, что всех предупредили, все должны, в общем-то, будем считать, что жертвы минимальны, а то их вообще нет. Да? Ну, давайте, идеальный сценарий. Это только модель, это не значит, что я хочу, чтобы били. Я не хочу, чтобы били по центру Киева. Но вот представьте, сколько плюшек у Зеленского. Он, во-первых, показал незламность. Все вот эти партнеры, которые его как собачку с собой тягают по Еревану сегодня, они скажут, ох, и все еще больше скинутся денег. Это что, столицу? Давайте столицу перенесем. Так если столицу перенести, вообще можно вечно воевать, понимаете? Это же классно, это же деньги дадут. Это же вот покажет этот злобный Путин. Он скажет, это не мы. Зеленский скажет, что Россия сама по себе направила какой-то дрон. И потом, это у него план такой, направить, стрельнуть по своему параду, а потом ударить и разрушить. Вот такая, и все западные средства массовой информации скажут, да, это же коварный Путин. Это же не Зеленский тут рассказывал про дроны со своими гордонами. И Стефанчуком, вторым человеком в государстве. Ладно, тут Гордон, бог с ним. То есть, и потом, смотрите, дайте денег, нам же надо восстановить. Вы же тут ходили все, скажет Зеленский. Они же каждый раз приходили, кланялись этим героям Небесной Сотни, погибшим за Украину. А тут, представьте, такая беда. Конечно, надо скидываться, надо нормальный план. А люди, конечно, переизберут Зеленского. Конечно, переизберут после такого-то. Представляете? Если за границей не будет после 8-9 этой провокации. Хотя вполне вероятно, возможно, что-то и нарисуется. Там же День памяти надо отмечать где? В Европе. А День Европы, конечно, в Европе. Зеленский хочет и переизбраться. Он хочет остаться у власти как можно дольше. Поэтому это он использовать будет как повод. Вот політтехнолог Віктор Бобренко говорить, хоче на второй срок Зеленський. Більшість людей готові сприйняти можливість закінчення війни як закінчення, ну хто де став, там того й тапочки. Да? А Зеленський мріє про затяжну війну, тому що у нього немає шансів виграти. І мрія Зеленського – це просто, щоб фітіль війни був підкручений, щоб умови... Выиграть выборы. У Зеленского нет шансов выиграть выборы. У него есть только шанс, чтобы фитиль войны был подкручен. Ну, то есть, чтобы тлела эта война. Но війна перейшла в фазу низької інтенсивності. Тобто, вроді якби війна йде, на фронті десь стріляють, але не так, як сьогодні, там 160 атак за день, да? Ну, от, в звіті за вчорашню добу, а, наприклад, 10 атак. Ми там цих орків вбили не там 1200 за день, там, а, там, наприклад, там 100. От, самі втратили там в 10 менше, але втратили. Але і наші втрати, ну, не такі вражаючі. Да? І от війна низької інтенсивності дуже вигідна Зеленському. І вони будуть, можливо, на перемовинах з Росією домовлятися не про заморозку війни, а про прикрутить війну. І тоді Зеленський в такому режимі, там, умовно, в війні, яка вона була в 20-му чи 21-му році, Зеленський готовий до смерті воювати. До смерти. До нашої або до своєї. Молодец, что... так сказать, уточнил, до нашей или до своей. Поэтому-то и не доверяю сейчас Зеленскому все больше и больше. КМИС пишет, что тех, кто доверяет Зеленскому, снизилась доля с 62% в марте до 58% в апреле. А тех, кто не доверяет, увеличилась 32%, а сейчас 36%. То есть открыто говорят, мы не доверяем Зеленскому. А что ему доверять? Ну, смотрите, ну, то есть, доверяй, но проверяй, как говорится. Вот в соцсетях записывают видео, тоже ведь интересно. Один срок і піду. Не пішов. Один срок и уйду. Не ушел. Якщо не закінчу війну, піду. Если не закончу войну, уйду. Ну, говорил же, говорил. Не пішов. Якщо Єрмак піде, і я піду. Точно. Вы же и это заявление было. Ермак еще, если он уйдет, и я уйду. Не пішов. Прям якийсь не піду.
Не пидун. і гріх. Ой, и смех, и грех, и не пидун. Ну так все же помнят вот эти хатынки, понимаете, вот эти династия, там Ермак, Чернышов, представляете, все так выстроили, красиво журналисты сняли. А до этого у него спрашивали, до президентства, а где будешь жить? Вы стали президентом Украины. Ух ты. Да. Где вы будете жить? Где я буду жить? А где я должен жить? Я, честно говоря, ребят, не знаю, как там по этому Вы маркеру, будете где я должен жить. пользоваться государственными резиденциями, там есть на Ивано-Франковщине резиденция. Парни, честно, я же вам сразу с этого начал. Или я с вами об этом не говорю? Это у нас был наш политический кружок. Это не с вами, это у меня политический кружок был. У него был кружок политический. Представляете? Политический кружок, и он там говорил, это не с вами. Ах, я перепутал вас, забыл. Надо делать с некоторыми, значит, органами нашей власти. Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Давайте сделаем там, я не знаю, как это сейчас называется, сейчас декоммунизировали же название пионерлагерь, правильно? Как-то лагерь отдыха. Да, их уже давно, да, в общем, какие-то лагеря отдыха или каким-то людям, которым это действительно нужно. Вот, эти резиденции, я не вижу у них вообще никакого смысла. А в итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей, ну что это сегодня? Это все для экскурсий. Президентский кортеж у вас будет? Для него будет перекрывать дороги? Нет, часть дороги не будет перекрывать. Вы будете стоять в пробках? Смотрите, я буду точно стоять в пробках. Точно будет стоять в пробках, дороги перекрывать не будет, и вообще там пускай детки живут. Вот все как в Европе. Слушайте, все как в Европе. Вот на «Украинскую правду» пришла Зеркаль, дипломат украинская. Говорит, все как в Європі. Що нам дасть членство в Європейському Союзі, якщо ми до нього доживемо? Мне вот, знаете, вот эти формулировки так нравятся. Что политтехнологи, что журналисты. Вот смотрите, тут тоже вот журналист говорит, что нам даст членство в ЕС, если мы до него доживем? Ну, при Зеленском не факт, что доживете. Ну ладно, Зеркаль, отвечай, что даст? Давай почнемо з того, що воно нам дає навіть зараз. Так оно сейчас уже дает нам членство. Нам членство, которого нет, уже сейчас это дает. У тебя есть, нет, но тебе дают. Звідки гроші? Ми поки що не члени ЄС, а гроші ми отримуємо. Ми отримаємо гроші, тому що ми є країною-кандидатом на членство в ЄС. І Представляете, страна-кандидат получает деньги. Турки, интересно, много дают, получают денег от ЕС? Да? А кто там еще в очереди? Там хорваты, да, или нет? Босния и Герцеговина. Короче, вот эти страны там, балканские. ми виконуємо Сербы, наверное, много денег получают в ЕС. певні свої зобов'язання і отримуємо гроші. Без цих А Молдова, она же исполняет обязательства и получает деньги. грошей ми можемо існувати? Очевидно, що ми б не дожили навіть до сьогоднішнього дня. Вот так вот. Не дожили бы до сегодняшнего дня даже. Якби не гроші, які надаються нам з Європейського Союзу. І так це меркантильно, і так це, фактично не пов'язано з якимось цінностями. Да, это меркантильно, это не о ценностях, да. Але без цього ми б не могли продовжувати свою боротьбу. Нам може здаватися, що цього недостатньо. Ніколи не буває достатньо, всім недостатньо. Але зважаючи на те, що є гроші на економіку і на підтримку соціальної сфери, є гроші на закупівлю зброї, є гроші, які потенційно Україна також може отримати, тому що И потенциально есть деньги, которые... Путин бомбит центр Киева. Смотрите, и деньги есть, и тут есть, и тут есть. Потенциально. вони заморожені російські гроші, які лежать в Європейському Союзі. І це тільки рішення вже країн-членів ЄС, наскільки вони будуть готові використовувати ці кошти для реконструкції України. Конечно. Вот вы готовы? Это все, это же у вас деньги лежат. А не ваши, нет. Но вы готовы использовать не ваши деньги для реконструкции? Представляете, еще если Украину отстроят на чужие деньги. Это же просто потрясающе. Своих денег нет, все дали. Это страна какой-то апофеоз какого-то. Это фантасмагория, а не страна. Страна, в которой гуманитарку продают. Одесса, 7-й километр, накрыли 44 мільйона гривень. Створили підконтрольні благодійні фонди та налагодили канал постачання товарів із Туреччини. У митних деклараціях цей вантаж оформлювався як гуманітарна допомога для переселенців і людей, які постраждали від війни.
Після перетину кордону гуманітарка фактично ставала комерційним товаром, тож замість безкоштовної передачі її розподіляли по торговельних точках і продавали за готівку, зокрема на ринку 7-й кілометр. За даними правоохоронців, організатором схеми є колишній працівник митниці, який використав свої знання та зв'язки для її побудови. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб, від водіїв до фіктивних керівників благодійних фондів. Для зберігання та реалізації товару орендували складські приміщення. У ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили численні факти ввезення та продажу гуманітарних вантажів. Загалом за такою схемою завезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень. Увесь цей ресурс, призначений для допомоги людям, фактично монетизували. То есть он не предназначался для людям. Ну, там, я так понимаю, что сейчас все они в новых футболочках полицейские, все как положено. Но это же под этой личиной «ой, дайте денег», «ой, дайте то» прячется конкретный бубновый интерес, конкретный интерес. Ну что вы хотите, если вот в Одессе товары из Турции типа для пострадавших, как гуманитарная помощь, берут и продают по рынкам, по точкам. Во Львове вообще ситуация. Мэрия опубликовала фотографию обрезки дерева, которая оказалась сгенерирована искусственным интеллектом. После возникших сомнений в сети, в общем, в горсовете, подтвердили, что это искусственный интеллект. Там заявили, что подрядчик прислал такое изображение работнице администрации, чтобы продемонстрировать, как дерево будет выглядеть после возможной обрезки, и таким образом доказать, что делать этого типа не нужно. Ну а работница администрации по ошибке, конечно, восприняла это изображение как подтверждение выполненных работ и сказала, что нет, это отработали, денежки распилили. Ну теперь на даже таком местечковом уровне, даже на таком, они вот фотографии, вот смотрите, обрезано, вот фотография, отлично обрезано, а на самом деле нет. Это точно европейский путь, это именно он, по-другому и не скажешь. Притула студентам говорит: родненькие, давайте-ка, можете уехать, а можете остаться, у нас же все-таки страна возможностей. А от якщо останетесь, будете жити в самій передовій стране. Ви, коли будете закінчувати університет, а хтось навіть не закінчуючи його, ви подивитеся в горизонт, вам може це все не сподобатися, і ви оберете для себе шлях найменшого спротиву. В горизонт посмотрят это в Тернополе, в актовом зале, Тернопольский университет. Ви поїдете з України, ви знайдете роботу за кордоном і пустите там коріння. Лысая девочка, конечно, тоже очень внимательно слушает Притулу. А Притула ручка в кармашек. Врет же, врет. Дружитесь, народите дітей і станете платниками податків в інших державах. Ті, хто залишиться тут, виграють. Тому що ви опинитеся в періоді держави повоєнному, який дає такі унікальні можливості, яких не мало жодне покоління в незалежній Україні. Саме брак трудових резервів, брак людського ресурсу, брак компетентних людей зараз спричиняє неймовірний бум запитів як державного сектора. Смотрите, сколько. Одни прям девочки. Ну, смотрите. Это он девочкам в основном рассказывает. И все так с интересом смотрят. Так і приватного бізнесу на толкових спеціалістів в будь-якій царині, починаючи від сервісу, закінчуючи, мілтеком, починаючи від нашелся один кавалер. Это, наверное, преподаватель, наверное. Он уже нашел свою работу. освіти, закінчуючи медичним сервісом. Якщо у вас є хороша освіта, прокачані скіли, трошечки досвіду і бажання, ви вже... Откуда ты возьмешь, смотрите, одни девки, откуда он возьмет хорошее образование, прокачанные скиллы? Это после университета вот этого, которые бегали по парам, по подвалам? Конечно, прокачанные скиллы ты возьмешь. Можете претендувати на класну, круту роботу і заробляти, не покидаючи своєї інститутської парти, більше грошей, ніж, можливо, навіть ваші батьки. Нашли все-таки одного парня, оператора, да, и он так прям очень с энтузиазмом слушает, а у него, наверное, перед глазами армия. Попереду дуже складний період. Будет тяжело. Війна ще не закінчилася, і ми будемо ще страждати. Але... Они сидят и готовы страждать, понимаете? То есть и на полном серьезе мы будем еще... мы сейчас пострадаем, а потом будет уникальная страна. Такого трампліну
і таких спроможностей, як ви будете мати в Україні, повоєнній, ви не будете мати такого ліфта за жодних обставин в жодній іншій країні. Нигде. Это уникальная страна. Это только здесь. Это вот прям только здесь возможно. Ну вот, например, 5-й год. Да какой 5-й? Давно еще, там, с 14-го уничтожать украинский язык, а потом признаться, что только треть киевлян везде общается на украинском языке. 46 тысяч человек проголосовали, 66% заявили, что за последние 4 года их уровень украинского языка улучшился, однако только 32% используют везде украинский. 14 в госучреждениях, 13 в магазинах и кафе, 11 на работе. Киев – русскоязычный город. Здравствуйте, это же уникальная страна, но все такие патриоты. А вот это вот задонать. Это же уникальная история. Тот же Притула рассказывает. Смотрите, как он же донаты собирает, и он их дает. В часі війни, мені здається, що я вчинив все правильно у 22-му році, коли я побачив, як можна капіталізувати ще більше свою медійну впізнаваність. Все, в принципе, больше можно дальше не слушать. Он все правильно сделал в 22 году, потому что он понял, как капитализировать свою медийную узнаваемость. Чи я продовжую донатити як людина, яка десь заробляє? Так, звичайно. Я попросив сьогодні порахувати подкаст «Гуртом та вщент». Ми маємо з Антоном комерційні інтеграції. Заходить якийсь бізнес, ми його там рекламуємо. І в нас є джентльменська угода, що ми не заробляємо на цьому. Тобто всі ці кошти, які падають, заходять до мене на ФОП, сплачуються податки, і я їх зараховую на той чи інший проект. Представляете, как благородно. Приходишь с рекламной интеграцией, говорит, Притула, там, на подкасте прорекламируй. А то говорит, ну кидай мне на ФОП. Все ж по белому, то есть перекинули, а я там плачу деньги, потому что оборотка. А потом раз такой и отдаю на тот или иной проект. Понимаете? А вообще, конечно, да. Тут у людей вышли, спросили, а вы донатите или нет? А люди как-то... Нет. Я ніколи не донатив. Ну, я не розумію, куди діваються кошти. Як заохотити людей більше донатити на війська? Мабуть, ніяк, тому що, наприклад, я плачу податки, хай держава оплачує. Тобто донатити не потрібно. Зараз Как сделать так, чтобы больше донатили? Как? Как так сделать? Да никак, непонятно как. Ну, я налоги плачу, так давайте, пускай государство платит. багато зборів і не знаєш, навіть куди вони йдуть. Хай за все платить держава. Це кожен від свого серця, тут нічого не придумаєш. Ви донатите? Дуже зрідка, я пенсіонерка. Не знаю, ще не доначу. Чому? Не бачу в цьому сенсу, бо податки йдуть не зрозуміло куди. Можливо, в кишені до когось. Я ніколи не донатив. Ну, я не розумію, куди гроші, діваються, не зрозуміло. Кожна людина, яка живе в Україні, має щось віддавати для наших захисників за нашу країну на війну. Оце збирають, наприклад, в торгових центрах. Я даю там на 3-ю штурмову. На третью штурмовую дает бабка. Вы что? Это ж Белецкий, за ним же охотится. Это ж лучший приз России. На 3-ю штурмовую бабушка дает. И вообще каждый должен все взять и отдать что-то нашим защитникам. Правда, деньги куда идут? Да никто не знает, куда они идут. Ну а что? Ну, надо просто донатить. А на гражданских не надо донатить. Да ну а что? Государство позаботится. Вот государство и заботится. Жители Херсона в связи с тем, что ситуация с безопасностью ухудшилась, значит, перевозки электротранспортом в городе остановлены с сегодняшнего дня до 10 мая. Вот так вот. Донать, не донать. Безопасность в Херсоне. Кто херсонцам задонатит? Понимаете? Давайте херсонцам, может, поможем. Но электротранспорта нет, там плохо все с безопасностью. Но успокаивают. Плохо с безопасностью транспорта нет, но никто его не захватит. Есть такой герой Украины, Морпех, Сикоза, у него фамилия. Говорит, Херсон нельзя захватить. Ця загроза досить мала. Це майже неможливо зі сторони росіян. Вони не мають на даний час на лівобережжі Херсонщини такий значний запас сил та засобів, як людського ресурсу, так і технічного, для того, щоб здійснити якусь десантну операцію з висадкою на правий берег та захоплення отримання якихось плацдармів. Зараз війна більш технологічна. Ось буквально сьогодні противник намагався 2 човнами у смузі з частин та підрозділів морської піхоти 30-го корпусу провести висадку особового складу з метою, мабуть, ротації чи поповнення втрат особового складу противника. Лодки були успішно знищені силами оборони. Ну так вот, всех уничтожили, всех побили, вообще это невозможно. Вообще невозможно.
И Харьков тоже в безопасности, ничего никому не отдадим. Правда, там 5 погибших в Мерефе, Харьковская область. Там родственники, правда, дальние тоже у меня живут. Ну вот, 8 раненых, понимаете? Вот так этот удар происходил. Еще раз отматываю. Вот где-то в этом... О! На дорогу якраз. Ну так вот, баллистика. Баллистика, тем более, что сейчас дроны в Иране прилетают уже ближе к фронту. Это означает, что как бы активизация идет. Значит, будут идти вперед. Отрабатывают Днепр вот этим образом, да, большим, ну, таким серьезным. Будут, значит, двигаться вперед. По Харькову применили бандероль. Ракета нова. Окрім РФ, ви можете назвати які ще на Харківщині наслідки обстрілів за останню добу? Так, були сьогодні обстріли з різного типу озброєння по Харківській області. Можна виокремити один із обстрілів, який відбувся сьогодні в населеному пункті Безлюдівка, де зазнали ушкоджень 3 особи. І ми можемо говорити про те, що було застосовано ракету типу «Бандероль». І тут потрібно сказати про те, що це перше застосування цього типу озброєння по Харківщині за весь час повномасштабної війни. А що це за ракета? Вперше чую таку назву. Впервые слышит Фроляк. Что это за ракета? Столько на марафоне, а про бандероль ничего не слышала. Це одна із ракет, які виготовляються в Російській Федерації. Її максимальна дальність польоту складає близько 500 кілометрів. Це малогабаритна ракета. І це є... Ми не можемо стверджувати на 100%, що це була вона, але по тим уламкам, які знайдені на місці, по тим фрагментам, ми можемо говорити, що вірогідніше за все, що це саме ракета типу «Бандероль». Ну вот, новые ракеты летят, новые, в общем-то, средства поражения. А почему? А потому что болезни старые у украинцев. Старые. Это вот Харьковская область под атакой. А в Полтавской соседней своя война. С памятниками, меморіальними досками. Меморіальну дошку радянського актора і співака, артиста Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Артиста Радянської, Російської, Радянської Федерації. Що несет? Володимира Висоцького демонтували у Кременчуці. Відбулося це після рішень місцевої комісії з питань найменування об'єктів, топоніміки та виконкому Кременчуцької міської ради. Усунення дошки з публічного простору цілком логічне. Цей росіянин створив у совєтському фільмі «Місце зустрічі змінити не можна». Этот россиянин, этот русский, в фильме «Место встречи изменить нельзя», гларификацион, прославлял образ Глеба Жеглова. А тут же НКВДист. Сталин, значит. Песни там всякие там, или стихи писал про Сталина. Гларифікаційний образ Глеба Жеглова, співробітника московського НКВС, сталінського органу держбезпеки. Владимир Висоцький – автор пропагандистського вірша про кривавого ката українського народу Йосипа Сталіна. Отже, був особою, яка публічно підтримувала, вихваляла або виправдовувала російську імперську політику. Вот так вот. Правда, причем здесь имперская политика к Сталину? Это вообще непонятно. Но он имперец, слушайте, имперец Высоцкий. НКВД, стих про Сталина, сыграл вот это вот Глеб Жеглов, Володя Шарапов. А тут имперская политика. Все, убрали доску. Все просто. Стерильные мозги у людей. Стерильные стали. Вы спрашиваете, на кой нужно убирать доску? Ну, чтобы выслужиться. А перед кем? Ну, этим, в Ереване. Такое ощущение, что украинцы все под каблуком. Ну, а Глеба дома под каблуком. Он понял, видимо, что в политике как бы не особо весело. А что ты тут будешь комментировать? Нечего комментировать. И решил покомментировать режим отношений. Министр иностранных дел в прошлом, между прочим. Оце відчувається, що чоловік сягає вершини мудрості. Бо немає більшої мудрості для чоловіка, ніж визнати, що дружина завжди права. Это ему ответ. Ну, вопрос задали в комментариях.
Типа, моя жена мне всегда говорила, что Штаты почти ничем не отличаются от России. И начинаю понимать, что жена всегда права. И вопрос же ему задали, видите, как вот по кафедре, по его знаниям. А что он несет? Говорит, вот все. Женщина всегда права. Я вам скажу чесно, дорогі чоловіки, що на моє глибоке переконання на основі важких позиційних боїв, наступальних та контрнаступальних операцій протягом свого життя я зрозумів, що для чоловіка каблук – це єдина стратегія виживання і перемоги. Я сподіваюся, що ви ще молода людина і вже в молодому віці все правильно зрозуміли. А якщо ви, як і я, вже в роках, і сивина торкнулася вашого чола. Вы уже в руках, типа под каблуком, и уже седой, то что? А ви тільки зараз зрозуміли оцю мудрість глибинну. Ну що ж, ласкаво просимо до нашого клубу. В клуб. А вопрос-то был понятен. Что США, что Россия одно и то же. Жена ему так сказала. Это он так типа согласился с этим утверждением. Инфо-цыган, Кулеба. Насчет жен, конечно, это да. Вот этот торт, жена Бен-Гвира, министра по национальной безопасности Израиля, подарила своему мужу. С виселицей, понимаете? С виселицей. А там же приняли законы, Бен-Гвир там радовался, бегал о том, что теперь можно вешать палестинцев. Это была его победа. То есть вот она, пожалуйста, верхняя часть, они радуются. Ой, какое счастье, 50 лет Бен-Гвиру исполнилось. И тут такое же событие недавнее. Представляете, смертная казнь, они над тортом по дне рождения используют. Вообще какие-то странные люди. Очень странные. Все чаще и чаще происходят нападения на христиан в Иерусалиме. Инет опубликовала, материал, большой, кстати, материал. Плевки, унижения происходят ежедневно. Причем в армянском квартале. Также говорят о том, что плюют в лицо даже. Люди, дважды подумают, чем носить видимые христианские символы, например, там кулон, крестик, чтобы избежать неприятных ситуаций, пишет издание. Сообщается также, что в городе царит атмосфера еврейского превосходства и неприятия всех, кто не является евреем. Она отмечала, что не знает ни одной, это Ханна Бенковский, это центр Росинга, не знает ни одной христианской семьи, которая не обсуждала, чтобы уехать оттуда. То есть потихоньку как бы доконали. Причем, делают это нахально очень. Это вот молодые израильтяне. Прошли, похаркали, все, видите, как у них. Все просто. На воротах же кресты, видите? Некоторые малолетки прям в лицо плюют женщинам. Плюются. Вот так вот нападают прям. То есть нормальная атмосфера в Иерусалиме. Увидел, что камера снимает. И подчеркнул, говорит, вот, говорит, вот так вот, я против. То есть, понимаете, какие ожесточенные. Вот вам показывает крестик из 2 средних пальцев. Товарищи тоже. Вот выносят крест, да, там христиане. Проходят мимо иудеи. То есть, понимаете, в чем дело? Все говорят, вот, там, жертвы, Холокост. Парадоксально, кстати, вот статистика
пришла. Причем это такая продвинутая статистика. Почему? Потому что там процент погибших евреев за Холокост отмечается, но Советский Союз там отдельно от республик. Ну, имеется в виду Советский Союз остальной. То есть в Советском Союзе в целом 36% процент погибших. В Украине 60%, если так отдельно брать. Венгрия 60%. Люксембург вон 56%. Ну а в лидерах там, хорваты 75%. Вот Латвия 78%, Словакия 80%, 87% Греция, Сербия 91%, Польша тоже, Литва 95%. Ну, просто статистика. Это тем, кто говорят, вот, Холокост, закон об антисемитизме. Ну а как здесь, вот когда христиан вот так? Почему-то Трамп не защищает этих христиан. Трампу интересен Ормуз. Сегодня 2 нападения на торговое судно произошли вблизи Ормузского пролива, британцы сообщают. В первом танкер сообщил о попадании неизвестных снарядов. Инцидент произошел возле Арабских Эмиратов. Во втором случае атаковали от иранского Сирика в 11 милях. Экипаж вроде остался невредим, но нападение прям очень и очень эпически выглядит. Вот, пожалуйста, атакованный Ираном. Это южнокорейский танкер. Это вот по поводу блокады. Ну, это вот все было на протяжении сегодняшнего дня, так сказать. Вот это все страсти по Ормузу. КСИР публиковала свой маршрут, да, границы там с юга, там гора Мубарак, Фуджейра, вот этот путь. С запада это линия остров Кешм, Иран, и тоже Арабские Эмираты. С другой стороны. В общем, такие маршруты предлагал КСИР. Причем интересно, что вот эта вот иранская схема, несмотря на все заявления Трампа, она вот прям была очень популярна сегодня. Что будет дальше, пока сказать сложно, по одной простой причине. Бои там возобновились на Ближнем Востоке. Иран начал стрелять по Арабским Эмиратам. И чем опять взорвал все показатели цены на нефть. Значит, вот так выглядела атака. Это уже вечерняя атака, повторная атака по Фуджейре. Фуджейра в огне, прилетел дрон. Непосредственно вот это сообщается, это местные СМИ Ирана публикуют, значит, вот эти кадры, что это атаковали вот таким вот образом Арабские Эмираты. Ну и, в общем, потом полетели еще ракеты по Арабским Эмиратам, поэтому все, как говорится, все возобновилось. Эмираты, те, которые уходят из ОПЕК+, и должны, по идее, там, подровнять цену нефти, получили по своим самым крупным нефтеперерабатывающим, нефтедобывающим регионам. Ситуация обострилась, и сейчас вообще непонятно, у кого какие карты. Судя по всему, Трамп будет бить. Это, кстати, очень интересная, примечательная история. Есть такая игра Uno. Честно, правил не знаю. Ну, там, хоть дети там играют, там пытаются играть. Вообще не понял я, как в нее играть. Все-таки видно, что из поколения, из того, что там в дурака, в козла, в подкидного и так далее. Ну, короче, они вот так заочно сыграли в Uno. Значит, президент США публикует свою любимую фразу о том, что у него есть все карты, и фотографию с картами Uno. А вот аккаунт Генконсульства в Индии опубликовал ответ и говорит, да, у нас меньше карт. Дело в том, что в этой игре, в Uno, надо избавиться от своих карт. У Трампа набор очень крутых карт, а, значит, у представителя Ирана
да, они не менее сильные, но их меньше. И получается, что такие карты у него, которые заставят тянуть у него еще больше. Ну, то есть утонуть в этих картах. Если бы партия вот с таким набором карт состоялась, то понятное дело, что Трамп бы проиграл. Поэтому вот видите как. Креатив прет из Ирана. Креатив прет, ну, просто неимоверным образом. Так, друзья, всем большое спасибо, что мы сегодня вместе. Анна Салам, спасибо большое за поддержку. Спасибо всем большое за то, что пишете, за то, что комментируете. Давайте пробежимся по вашим ну, там, тем или иным вопросам, которые вы оставили. Так, вертолеты. С вертолетами будут теперь проводить через Ормуз. У Ирана нет флота, нет военно-воздушных сил, нет средств ПВО. Нет. В общем, ничего нет у Ирана. Трамп хорохорится. Говорит о том, что мы думали, что энергоносители будут стоить $300, а $300 за баррель сейчас около 100. Я вообще не думаю, что она, в общем, еще будет ниже. Короче, Трамп на саммите малого бизнеса в Белом доме жжет. У него все хорошо, у него все прекрасно. Трамп, как говорится, на кураже, как и дальше. Посмотрим, что будет и что покажет ситуация непосредственно на земле. Так, друзья, перейдем в сообществе YouTube, в клубе зрителей. Давайте несколько комментариев отметим. И, в общем, так, значит... Так... Анна пишет в клубе зрителей: я нашла гениальную формулу отношений метрополия и зоны влияния в советском фильме «В поисках капитана Гранта». Есть момент, когда герои фильма решают, что с письмом делать. Сначала идет восхваление капитана Гранта за его героизм и поиски Новой Шотландии, чтобы не жить рядом с проклятой Англией, угнетателем-агрессором. Однако вывод совершенно неожиданный. На помощь капитану Гранту обязана прийти его родина Англия. То есть как бороться за независимость сразу Англия плохая, но как трудности Англия должна решить проблемы, потому что это ее сыновья. Что-то мне это напоминает. Да, видимо, так и есть. Видимо, так и есть. Так, значит, поехали из сообщества. Оксана Бондаренко. Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности, написал Медведев. Медведев добавил, что вполне вероятно, что все это было на камеру, потом Зеленский и Пашинян говорили привычным русским языке, не хватает только Трампа с Венсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому. Ну, как бы, вы же видите публично все, и Алиев с Зеленским на английском. Правда, пленки Миндича на русском, понимаете? Вот эти пленки и воруют на русском. Так, тут начинается там Карабахская война, Вторая Карабахская. Пашинян там просит реагировать. Это не Карабах, а вторжение в Армению. Как же УДКБ? Лукашенко сказал, что вы за козьи тропки так нервничаете. В общем, предала УДКБ или нет. Кто сейчас скажет, Армения не обратилась, как вы думаете, что попросит сделать при каждой встрече Пашинян. Короче, вот эта вся история, в любом случае, это понятное дело, что это как бы проект антироссии, это одна из причин и возможности именно в это удобное. Сейчас же очень удобное время для Европы заполучить Армению. Ну, в Армении худо с экономикой, плюс Европе очень нужно. Очень нужно. Так. Не пойму, почему все говорят, что дефолт для Украины невозможен. Ну да, может и чревато неприятностями, но все же лучше, чем всем миром десятки лет долги накапливать. Конечно, будет и дефолт. Обязательно. Так, спокойные лиманы, цветущие каштаны еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкой чеканой в красавицу Одессу усталый батальон. Ты одессит, Сашка, а это значит... Да, хорошая была песня, спасибо, что переделали. Илана, вам большой привет. Так, Александр, вы согласны на прекращение войны, если все останется как сейчас, вам невозможно вернуться на родину?
военное положение не отменяют, а с этим Зеленский продолжает рулить и так далее и тому подобное. Да. Как бы это крамольно не звучало, это Петр задает вопрос. Смотрите, во-первых, ну, опять-таки, согласно на прекращение войны, но без войны... Вот если прекратится война, я больше чем уверен, что не удержится ни военное положение, ни Зеленский, и рулить у него там не получится. Только кварталом 95 и то, не знаю, не факт, вообще будет ли квартал 95. Я думаю, что если прекратить войну, то все закончится. И для них тоже. Даже если формально прекратить на условиях, что все осталось. Но они ж много людей кидали, вот и их кинут. Вот это мне кажется, что Зеленского кинут. Здравствуйте, Александр. Скажите, что, по вашему мнению, нужно народу Украины? Мир, победа или справедливый мир, и как он выглядит? Справедливый мир, как выглядит, надо спрашивать у Зеленского. У него, в зависимости от громовки, разный справедливый мир. Победа, это все понимают, что не будет никакой победы, нужен мир, понимаете? Я считаю, что, по моему мнению, вы меня спросили, Александр Попов, мой текст, по моему мнению, нужен мир. Нужен мир. Так, что там у нас в чатике трансляции происходит? Да, всем добра и мира, спасибо большое. Нормальная игра, говорите, да? Вот это Уна. Нет, не понял, не разобрался. Зачем Армении Газпром? Это вы между собой. Саша, как обычно, проявляйте себя украинцем, говорите о том, чего не знаете. У Трампа карты тыльной стороной повернуты к смотрящему, а у иранца лицевой. И вот у иранца с картами все в порядке. Ой, а при чем тут украинцы? Я же говорю, я не знаю понятия этого, ну, Уны, понимаете? Ну, при чем здесь украинцы? Саша, привет. В начале эфира зашли с позитивной нотой, уже к концу какая-то неразбериха, как бы по итогу конца войны. Так что в итоге? К осени конец или вряд ли? Ваше мнение? Спасибо. Я думаю, что будет конец к осени. Может, даже раньше. Так, опрос озвучивали? Нет, не озвучивал. Сейчас озвучим. Спасибо, Александр. Вопросов нет. Спасибо и вам тоже. Декабрь 10-го Янок отказывается поджигать Хануку. Август 12-го активисты сносят крест на Майдане. Спасибо, Шум. Да, спасибо большое за таблетки для памяти. Так вот, полетит ли по параду в Москве и разворотит ли центр Киева? Ну, то есть два вопроса и через слэш ответы. Как там? Нет, да. То есть не будет бить Зеленский, но по чужим флагам что будет? 7%. 20% да, нет. Ну, то есть, да, Зеленский запустит дроны, но Путин не будет бить, потому что не долетит, в общем, воздержится. 24% да и да. То есть, видите, почти четверть людей думают, что, скорее всего, Зеленский будет стрелять, и Путин вынужден будет исполнять обещанное Минобороны, и, в общем, ударят по центру Киева. Ну и большинство, 48%, считают, что нет, ничего не будет, это все просто игра мускулами, дурная, кстати, игра. Я вот, кстати, согласен с большинством, ну, потому что, может, так хочется надеяться. Но смотрите, выгоды сумасшедшие у Зеленского от того, что, условно, там разворотят центр Киева. Все увидят, какие варвары, какие даже святыни, это же сотни лет. Короче, те же самые аргументы, которые, когда подходили, например, к абсолютно пророссийским людям и говорили, а что это вы не ударите по центрам принятия? Они говорят, ну так это же Киев, он же там был, он же и будет, он стоял, стоит и будет стоять. А тут какой-то Зеленский, понимаете? Ничего страшного, не будем бить, не будем разрушать. Вот этими же аргументами будут украинцы пользоваться. Да не полетит, это зашквар. Конечно же, зашквар. Конечно, Иван, я согласен с вами. В любом раскладе и для всех, и тут провокация не проканает. А ПВО твое где, сразу спросят. Как где? В Дубае ПВО. Так, Александр, вас купили. Почему вы считаете, что все с Арменией плохо с экономикой? Армения всегда считала Россию своим союзником, но ее предатели нарушили договор УДКБ при нападении на Армению, не Карабах. Это вот продолжает человек, который, видимо, там... Смотрите, кто меня купил? За что меня купил?
Не, ну санкции помогают Армении обходить, и будет хорошо все с экономикой. Ну, то есть, спасибо за такой теплый эфир. О, Анна, и вам спасибо большое. Так, хорошо, что нажал первый ответ. Ага, без очков не видел. Присматривайтесь. А почему не спросили у Арестовича о его коллегах, что поддержали Штиллермана? Не знаю, не видел такого вопроса. Вы, наверное, вопрос оставляли. Так, Прага с вами. Спасибо, Анна, большое вам тоже. Так, как предсказание Мальфара Нечая? Ну так, все на пути к тому, может и быть. Но я не верю в эти предсказания. Вообще, если честно, есть такие предсказания, там на ночь глядя, уже говорится, без четверти 12, есть пророчество, что центр Киева разрушат. Но может это будет не этот раз. В любом случае, давайте думать о хорошем, беречь себя и друг друга. Спасибо большое, что пошумели сегодня. Добра и света, несмотря